все меня слышат, кто на сервере находится? Да. Ну да. Ну я не на сервере, но запомнил. Значит, в основном пользуемся 148 станцией вешкой. Не надо пока. Потом я вам объясню, как с ушкой. И вот куда ты пошел? А, ну понятно, поменяю. Может, правда, объяснить, в чем разница В и У. Но в IU это мы будем испытывать в том случае, если у нас будет какая-нибудь там поддержка, там артиллерийская или авиационная поддержка. В общем-то, она нам пока не нужна. Значит, что касается станции 119 и 117, да, сейчас, где они там, ну ладно, потом буду брать, это чисто для радиста, да, который будет в разделении один человек, то есть он будет носить с собой две рации. Одну он будет станцию в рюкзаке носить, это, ну, 117-119, в зависимости какой рельеф будет, и будет носить вторую, это 148. Потом, если вы хотите между рациями переключаться, то это получается Ctrl-Shift A, Ctrl-Shift-C, у кого на какую кнопку настроено. Или Ctrl-Shift-A, или Ctrl-Shift-C, короче. Вы будете переключаться между рациями. Поднять интерфейс рации, это получается Ctrl-Shift-X. Значит, там есть частоты, но частоты пока сейчас не доработаны, и поэтому просто по каналам пока будем работать, хотя бы пока привыкнет народ частотами потом. Значит, кто радисты будут, да, в группе, тот одновременно две рации носит, одновременно две слушает. Если две группы, соответственно, нужны, конечно же, радисты, да. Если одна группа, то смысл радиста, так не будет далеко отходить. Это кто тут шумит? Так вот. Значит, сейчас мы не будем со всем этим экспериментировать, мы уже проходили, проэкспериментировали, посмотрели. Демонстрировать это не буду, поскольку людей мало. И будем просто сейчас вышкой работать. Предлагаю тут маленькие небольшие задания сделать. Скажем, тут, ну, вертушку уже взорвали, я вижу, да. Но это потом я исправлю. Тут много чего еще надо исправлять, но, в общем-то, много заданий тут есть. Значит, берем сейчас так, все вышку берем. Так, я вижу тут имена не написаны, да, кто-то с пулеметом, с коллиматоркой, 107-м в основном, да, СВДшка. Так, тут у нас замени оружие на какое-нибудь более длинноствольное, скажем так, смысл там этого не будет. Не здесь. На какое заменить, например? Я же калаш с собой. Бери 107. РПГ брать? Да, берите. Так, и вопрос. А вы внутри игры можете... А, все, не, извините. А что же жалко? Ой, меня сейчас слышно? Да. Короче, пошли к этой к вышке, там будем. Я ж не останавливаюсь. Вторая группа из машины. Банзай так и не выключил директ канал. Который игровой? Да. Вижу, Хаммер едет. Второй за ним. Ну, где-то здесь мы, наверное, и займем позицию. С позицию займем, надо будет доложить. Рати, мы на позиции. Снайперы. Слышно? Рати, ты нас слышишь? Прием.
до второй группы. Рати, прием. Слышно? Слышно, снайпера, это вы? Да, мы на позиции. Так, вы себя хотя бы называйте, когда кто-то разговаривает. Хорошо, понял. Возле церкви видим группу пехоты и 2 хаммера. Ну, вы пока подождите, сейчас разберемся с вами. Я, короче, пока не буду сходить с первого канала. А, ты сейчас на Да. Ты сейчас на первом? Да. Ты не переключайся на него, потому что мы Рати сейчас, вернее, я буду слушать. Ну, ты можешь, кстати, включить тоже. Да, я ему сказал, что мы на позиции видим пехоту. А он сказал не открывать пока огонь, ждать. Так, они ушли дальше. Значит, снайпера, вы где? Мы на восточном склоне, рядом с вышкой деревянной. Еще раз. Восток от цели. Где лес, что ли? Да, где лесополоса. Вы, если что, хорошо видите, наблюдайте. Блин, кто фонит, а? Мы цели видим, но до них очень далеко и через деревья, через дома идет прострел, поэтому навряд ли сможем чисто поразить. Мельник, мне брать пулемет? Это кто сейчас сказал? Ого. Бери, конечно же, опять то же самое, что ты и брал, и добирайся. Черт, у тебя ни карты, ничего нет, ладно. Ну что ж такое? Больше километра до отряда нам. Я возьму Я возьму санитарку. Водник. Водник. Блин, Добери уже, что хочешь, добирайся сюда уже, что тебя выкидывает постоянно. повтори еще раз, что ты говорил сейчас. Это откуда километр ты увидел? За церковью, где хаммеры стоят. А не с церкви, ну это тут не километр. Ну а сколько? 400 Ехать метров. Ехать по направлению, куда мы ехали, да, тогда? Да. Принято. Каким образом ты определил, что там 400 метров? Ну, потому что мне приходилось много играть в DayZ, Понятно. я определял. Ну, у меня по прицелу ПСО, я вот сейчас виду пехотинца, он где-то 800 метров. По ПСО прицелу. Да, ну может здесь 400, кстати, возможно. Ну вот один сейчас идет где-то 500-600. Это уже в центре деревни. Откуда она идет примерно? Вижу, вторую группу выходит Видно из только забора, камер. если здание. Отлично. Я же на наш канал говорю.
Еду по дороге в открытых ворот. На юго-западе по дороге вдоль идут пехотинцы. Возле Красного дома и Зеленого. Сейчас будут. Еще где факторка с бочкой. Проходит один. Либо здесь прицел кривой. Вам подъехал. Блин, кто там вклинивается? Короче, я переключился на частоту 99. Так мы вроде и так прекрасно слышим. Ну да. Похоже, у них там что-то не срослось. Что-то они как-то долго подтягиваются. Откуда они заходить будут? Вот мне вот интересно. Да, это тоже вот вопрос. Ну, у нас, знаешь, у нас получается такая спонтанная атака. Потому что обычно такие операции очень долго планируются. Там, да, все до мелочей буквально продумывается. Да, потому что нужно сразу знать наперед, что и как произойдет. Конечно, все предусмотреть не получится, но, по крайней мере, кто куда, с какой стороны идет, это точно обсуждается всегда. И снайперы, по крайней мере, точно с картами ходят. Так, я вижу, пехотинцы встали возле развилки. Отряд. На вас, на восток. Мне оттуда очень плохо все видно. Там направление примерно 240. Красный, с красной крышей дом деревянный. Я нашел, отряд идет. Ага. Кстати, он уже оттуда ушел куда-то. К дороге идет. Ага, Они вижу. Вижу. Может, мы поменяем позицию? Я вот думаю. Давай, ты замечал прям в городе вот тут, да, возле красного я не замечал ни разу. А что? Двух человек я вот только сейчас заметил. Перед красным домом. Да. Да, вижу. Но они недавно подошли. Ты, короче, попробуй занять еще одну какую-нибудь позицию поудачнее. Будем по рации переговариваться. Они открыли огонь. Давай попробуем открыть огонь, потому что все-таки уже наши стреляют. А ты по кому открыл? Возле Красного дома? Да, возле Красного дома правее немножко.
Убрал. А давай попробуем убрать возле церкви Хаммер, за церковью, вернее. Вижу, прям в городе человек, 2 человека, один на Хаммере и другой убежал вправо, ближе к церкви. Так. Если тебе видно дорогу проселочную, Плохо. убил стрелка на Хаммере. С 2 выстрелов убивается отсюда. А которые в городе или за церковью в поле? Я скорее ближе к большому сломанному зданию красному. Слышите, снайпера? Вы там? Да. Вы что там огонь пооткрывали, а? Мы открыли огонь, потому что по нашему отряду мы видели вдоль дороги, который шел, открыли ответные. Мы решили прекратить. Понятно, но такие вещи хотя бы докладывайте, а то мы сейчас хотели уже вас гранатами забросать. Принял. Давайте мы с дороги спускаемся туда, прикрывайте нас, если по нам кто-нибудь огонь откроет, то попытайтесь снять именно стрелков на стационарах, а потом уже командиров. Принял. Братья, если ты на этом канале, у вас возле Красного дома по левее дороги будут отряд из 3 человек. По-моему, не слышал. Мороз 5-6 метров. Рати, это снайперы. У вас Красный дом, ориентир с левой стороны, там 3 пехотинца. Я переберусь к тебе, потому что моя позиция сейчас не актуальна. Хорошо. Мы сняли рядом, с которым они пробегали. Это Рати там разобавляется из ГП. Сюда стрельнул.
По-моему, там возле заборчика на 240. Возле красного дома с красной крышей, двухэтажный дом такой, вверх красный, низ белый. Там вот возле забора крутится. По-моему, это наши. Сейчас завернули за. Ну, да, они там вот пробегали. Рядом, Ага. там вот Хаммер я видел, вот так. Отсюда не видно. Попробуй все-таки Хаммер в поле выбить стрелка. У меня, кстати, карта есть. Всем привет. Привет. Наш второй отряд возле черного дома. А отряд Рати уже перебрался уже далеко в город. Все, я снял стрелка. Слышишь? Бомжай, Что? слышь? Вот второй отряд возле черного дома. Рати перебрался уже в город. я Ага. так понимаю. А этот еще сидит тут и ждет. Как у них вообще там все устроено, но они где-то уже в городе вроде. Ну, я так и понял, потому что по забору, когда я возле забора впереди, там, за черным домом, видишь, двухэтажный красный дом, там вот крутились, я по ним открыл огонь, и по мне сразу прилетела граната. А вот этот большой отряд только собирается входить в него. Ага. Это второй? Возможно. Ну, им там особо зачищать уже нечего. А у них сотый канал, их надо может, предупредить. Пусть им поострее будут ощущения. А то мы сейчас будем стрелять, своих еще постреляем. Мы еще не настолько хорошо взаимодействуем между собой, поэтому лучше, знаешь, мы технику будем обезвреживать. Вот они, блин, идут толпой такой. 2 гранаты и все трупы. Ну, боты гранатами закидывают. Да, они из РПГ стреляют, они гранаты кидают. А кто командир этого отряда? Без понятия. Может, Рати. Охренеть, это они Хаммер там уничтожили. Ты там уничтожил Хаммер или где-то в другом месте был? Ты рядом с церковью там Хаммер. Ну, что, ну, теперь он не живой. Нет, это ближе. И горит. Но это за красным домом. Смотри правее на дороге. Побежал кто-то.
А, не вижу. Вот слева вот этого красного дома. А вот уже вот рядом с воротами открыл ворота. У меня фиговая позиция. Сейчас поменяю. Но мне тоже плохо видно. Ну тут между вот этими вот листьями, там вот ворота были, они их открыли. Вон они все бегут. Прям вот где горит. По одному. Ну, стреляют. Ага, вижу, вижу. О, вон он весь отряд. Да. Помнишь, где он? Регион? Я переключился на второй канал. Ангар у нас бежать, короче. Короче, ничего у них там интересного. О, они влево пошли. Снайпера, вы меня слышите? Да. Интересно еще. Смотрите, тут мы будем сейчас срываться, город пустой. Надо сейчас в другое место поехать. Сейчас я вам поставлю точку. Да. Ну, у тебя карта есть, поэтому ты будешь вести. Снайпер, у вас карта Вот есть? ты бери. Одна карта есть. Посмотрите, я вам точку поставил. Видели? Опа, у меня тоже есть. Вы забирай обратно. Я вам точку на карте поставил. Вы видите? По принял, вижу. Пошли. Выдвинулись. Вас понял. На место будете, доложите. Йо, у нас слева, с правой стороны.